Скажи мне честно, я привлекательная женщина? Прежде чем ответить, я должна подумать о последствиях. Вот старая ведьма. Вы не красавица, и вы сами говорили об этом не раз. Ни одна великая актриса не была красавицей. Вчера вы намалевались, так вот, что я вам скажу с полной ответственностью. Я видела женщины пострашнее, чем вы. Ведьма. Я хочу знать, нравлюсь ли я мужчинам. Но знаете, какие сейчас мужчины? Они на все способны. Она не оканчивала театральных вузов, но порой для того, чтобы убедительно сыграть, дипломы не нужны. Достаточно иметь вдохновенную душу и трепетное сердце, какие были у Илги Виталы. Она беззаветно любила мир кино, и однажды он ответил ей взаимностью. Илга Витала – уроженка Латвийской ССР. Она появилась на свет незадолго до начала Великой Отечественной войны в апреле 1941 года в Риге. О ее детстве и юности почти ничего не известно. 20 лет от роду она пришла наниматься на работу в местную киностудию в качестве технического служащего. Долгое время Илга служила реквизитором и монтажником, затем переквалифицировалась в водителя, позже получила место администратора. На каждой должности Витала работала увлеченно и с большой самоотдачей. Даже к рутинным процессам она подходила творчески, увлекая себя и других. Женщина сочиняла стихи и писала очерки, время от времени публикуя их в латышской прессе. Вся ее жизнь крутилась вокруг киностудии. Виталу отлично знали режиссеры, но никому из них не приходило в голову попробовать ее в кадре. В 1978 году Янис Стрейдж приступил к экранизации романа «Театр». В качестве главной героини была утверждена Вия Артмане, а ее партнерами стали Ивар Калнинш и Гуннар Целинский. Пора было запускать съемочный процесс, но режиссер мучительно долго выбирал кандидатуру на роль служанки Иви. Были пересмотрены сотни фотографий из студийной картотеки, но ни одна из претенденток Стрейча не устраивала. По совету ассистентки он прибегнул к помощи Виталы. А что это за платье? Вы хотели надеть его на вечер? К черту его! Я никуда не пойду, одна без мужа. С каких это пор? Я пойду в ресторан. С кем? Одна. Но, мисс Ламберт, вечер устраивают специально для вас. Там будут такие знатные особы. А мне чихать на всех. Позвони и закажи мне место. Бог знает, что мне приходится из-за вас выносить. Ах ты моя старая корова. Перед камерами Илга не растерялась. Ее неспешные манеры, громоздкая фигура и невозмутимый взгляд полностью отвечали режиссерскому видению персонажа. Новоиспеченная актриса Витала и знаменитая на всю страну Прима Артмане составили блестящий актерский дуэт. Позже их шуточные диалоги ушли в народ и зажили самостоятельной жизнью. Иви, скажи, с тобой мужчины флиртовали? Я бы хотела видеть такого. Пусть попробует. Но другие женщины говорят, что к ним пристают на улице. Просто прохода не дают. Мерзость какая. Ко мне никто не пристает. Пройдитесь вечером по Элджери-стрит, увидите. А что делать, если начнут приставать? Позовите полицейского. После ошеломительного успеха театра Илга снялась в эпизодах еще нескольких картин. Большой славы они не принесли, но для актрисы это и не было самоцелью. В детективе «Незаконченный ужин» она исполнила крошечную роль работницы тира. В 1982 году крупным планом появилась в кратком наставлении «В любви» в ленте на музыку Раймонда Паулса. В 1990 году ее пригласили сняться в образе владелицы Дома терпимости в драме «Яма» по одноименной повести Куприна. Мадам Шовис, я не виновата. Помолчи ты. Я уже продала заведение этому господину. Мне надоело здесь все восстанавливать после ваших скандалов. Сегодня же соберите свои вещи и уходите. Мадам. Ну что, барышни, теперь ваша судьба и ваши паспорта в руках господина Боженко. Кинокарьера Виталы завершилась вместе с распадом Советского Союза. Личная жизнь. Илга не создала семьи, и жизнь она коротала в одиночестве. Домом для женщин стала киностудия, а близкими родственниками – коллектив единомышленников. Закрытие киностудии стало ударом для ранимой по натуре Илги.
Некоторое время она работала в городских газетах и на радиостанции. С возрастом пришли болезни, и подработку пришлось оставить. В последние годы Витала много хворала и тихо существовала на более чем скромную пенсию. Актрисой не стала в октябре 2008 года. Одинокая и всеми забытая, она упокоилась на кладбище в городе Рига. Друзья, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Впереди много интересного.